Сегодня мы отправляемся к озеру Дурген-Нуур, которое находится в самом сердце загадочного мира песков Монгол Элс. Наш маршрут пройдет через древний город Хофт, хранящий в себе богатую историю и уникальную культуру монгольского народа. Мы движемся по недавно построенной автомагистрали, которая соединяет Россию и Китай. Эта транспортная артерия длиной 745 километров связывает Новосибирск с городом Урумчи. Строительство дороги стало возможным благодаря финансированию из бюджета Монголии, кредиту от правительства Китая и гранту от Азиатского банка развития. Именно по этой дороге, проезжая мимо живописных пейзажей, мы направляемся в прекрасный город Хофт, дорога до которого займет около 5 часов на автомобиле. Во время нашего путешествия мы увидим потрясающие виды, в том числе на огромное пресноводное озеро Талбон-Уур, известное среди рыбаков своими богатыми уловами. По пути мы будем проезжать мимо маленьких скал и утесов, откуда открываются захватывающие виды на озеро и окружающие горы. Во время нашего путешествия мы пересечем горный хребет Сяйлюген. Каждая остановка позволит нам запечатлеть уникальные моменты и вновь ощутить силу природы, которая окружает нас на каждом шагу. Горный хребет Сяйлюген – это удивительное место, расположенное на границе Республики Алтай и Монголии. Его протяженность составляет около 130 километров. А самые высокие точки достигают высоты 3500 метров. Хребет состоит из песчаников, глинистых сланцев, лав и туфов. Он служит водоразделом между истоками рек Аргут и Чуя, а также реками бассейна реки Кабдо.
Оболочка. Я смотрю. Чайника живи с этим пойдет. Сейчас это пепел. На территории хребта расположен национальный парк Сайлюгемский и государственный природный заповедник Сайлюгем. Здесь можно встретить таких животных, как архары, козероги и снежные барсы ирбис. Основные породы скота, обитающих в долинах Сайлюгема, включают овец, коз, коров и лошадей. Иногда можно увидеть яков или сарлыков. Ландшафты хребта представлены каменистыми и лишайниковыми тундрами на высоте более 2600 метров и степями ниже.
Климат здесь резко континентальный, с безморозным периодом продолжительностью 35-60 дней и средней температурой января минус 32 градуса Цельсия. Минимальная же температура может опускаться до минус 62 градусов. После дискредитации. Пенди. Через хребет проходит множество перевалов, а через Дурбет-Даба пролегает дорога в Монголию. Сайлюгем – это уникальное место, которое стоит посетить, чтобы насладиться красотой природы и познакомиться с уникальной фауной и флорой этого региона. Это Дарви Газар. Приближаясь к живописному городу Хофт, расположенному на западе Монголии, мы обратили внимание на величественные горные хребты, плавно переходящие в бескрайние степи. Не было никаких табличек. Эти земли, наполненные духом древности, приглашают нас погрузиться в мир традиционной культуры и нетронутой природы. Здесь можно увидеть традиционные монгольские юрты, пасущихся животных и местных жителей, занятых повседневными делами. Хофт – это место, где гармонично сосуществуют прошлое и настоящее. Песка. А я на с козами смешалась. Теперь не найдешь. А тут прям пакетик оставили. Что это такое? Анаша, возьмем вечером, побалдеем. А он козленка забыл. Ну, типа дух. Надо посмотреть рынки, со скольки работают, потому что это некоторые... Надо к ним подъехать, там Пап, смотри, памятник какой. где? Впереди. А, точно, да. Это для флага. Флаг, классно.
Я доверил. Да, и потом крутит, он где-то вот. Ну, он затянут. Хофт – это не только город, но и точка пересечения традиций и современности, где каждый может прикоснуться к культуре Монголии и насладиться ее неповторимой атмосферой. Город был основан в 1878 году и стал важным торговым центром на Шелковом пути. Сегодня город продолжает развиваться и привлекать туристов со всего мира. Одна из главных достопримечательностей Ховда – монастырь Эрдене-Зуу, построенный в XVIII веке, который мы планируем посетить на обратном пути. В общем, Ховд – это идеальное место для тех, кто хочет познакомиться с историей, культурой и природой Монголии. Обязательно посетите этот удивительный город и откройте для себя его сокровища. Проехав город Ховд, мы продолжили свое путешествие по живописным просторам Монголии, наслаждаясь каждым моментом и преодолевая расстояние. Теперь наш путь лежал к озеру Дурген-Нуур, этому великолепному природному чуду. За озером начинались песчаные барханы, пески Монгол-Элс. Проехав около 20 километров по удобной асфальтированной дороге, мы любовались живописными пейзажами, раскинувшимися вокруг нас. Затем мы свернули на полевую дорогу и почувствовали, как изменился ритм нашего путешествия. Каждый пройденный метр приближал нас к загадочным пескам Монгол-Элс. По пути мы проезжали через небольшие реки, которые журчали в этой бескрайней степи. Мы приближались к горному хребту, который нам предстояло преодолеть. Он казался неприступным и величественным. Дорога была извилистой и местами опасной, но это только добавляло остроту нашему путешествию. Мы наслаждались красотой природы и радовались тому,
что смогли преодолеть все трудности и добраться до этого удивительного места. Стада коз и овец, пасущиеся на склонах гор, с любопытством смотрели на нас, когда мы проезжали мимо, как будто были удивлены появлением автомобилей в этом безлюдном месте. На горизонте вдалеке уже виднелся населенный пункт Чандмань. Самон Чадмань расположен в юго-западной части аймака Гов-Алтай. Его площадь составляет впечатляющие 4629 квадратных километров, что делает этот регион настоящим раем для любителей природы и приключений. Чандмань – это уникальное сочетание нетронутой природы и ценных ресурсов. Здесь возвышается величественная гора Чандмань, а река Урхре течет, наполняя окрестности живительной влагой. Теперь, когда мы проехали Чандмань, впереди нас ожидает озеро Дурген-Нуур. Оно начинает проявляться на горизонте, сверкающее на солнце, словно драгоценный камень, приглашая нас к своим берегам. Дурген-Нуур – это удивительное озеро Монголии. Это бесточное, слабосоленое озеро, расположенное на западе котловины Больших озер. Оно связано протокой с озером Хар-Нуур и обладает следующими характеристиками. Абсолютная высота 1132 метра, размеры 24 на 18 километров, площадь 300 квадратных километров, а соленость 4 промилле. Озеро окружено низкими, извилистыми берегами, покрытыми барханами и солончаками. В 1997 году
Озеро и прилегающие территории стали частью национального парка Котловина Больших озер, находящегося под охраной государства. Довген-Нуур – одно из озер, которые в древности составляли единый большой водоем, исчезнувший около 5000 лет назад из-за изменения климата в регионе. Возле озера часто дуют сильные ветра, вызванные различиями в теплоемкости водной поверхности и суши. Песчаные дюны, солончаки и водная гладь создают разнообразные цветовые сочетания, меняющиеся в течение дня. Дюны на противоположной стороне озера – это пески Монгол-Элс, являющиеся северной частью великой пустыни Гоби. Что вы думаете об этом месте? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Мы добрались до начала этой удивительной пустыни и разбили лагерь. Скорочки катиться. Монгол-Элс – одна из самых красивых пустынь мира, известная своими золотистыми барханами и цветущими растениями. Мы были поражены масштабом и величием этого места, созданного для любителей приключений и исследователей. Не надо, Лиса! Офигеть, да! Знаем! Вода да?
После заката мы отправились вглубь песков, чтобы провести незабываемые часы у костра. В пустыне мы наслаждались тишиной и спокойствием, смотрели на звезды и слушали звуки пустыни. Костер согревал нас прохладной ночью, а разговоры у огня создавали особую атмосферу. А он уже прошел. О, видели, звезда упала? Можно было желание бы загадать. Смотрите, смотрите, может еще увидите, они большие падают. Оно все сбывается, если только никому не говорить. Глупостки все сбегаются, да, на костер? Тепло, что ли, от него? Смотри, прям Стоят. туда лезут. Они же глупые. Глупые.